Добрый день, друзья! Сегодня одна из ваших любимых рубрик «Пересадка орхидеи». И буду пересаживать орхидею Ирен Добкин. Дама очень своенравная, но цветение великолепное. Дождаться бы. Эта орхидея приобретена 8 месяцев назад. За эти 8 месяцев она начала наращивать корни, потом закуклила их, прорастила корни внизу горшка. Теперь я вижу видимые корни, и гнилые, и здоровые. Поэтому решила, что хватит ей жить в мху, пересажу ее в мелкую кору. Орхидея очень любит влагоемкий грунт. Думаю, что на период адаптации ей керамзит не нужен совсем, а может быть и вообще не понадобится, потому что она любит слегка влажный грунт. Когда она сильно просыхает, ей некомфортно. Поэтому давайте сегодня пересаживать, подберем ей горшок по размеру корней и посажу ее вот в такую мелкую кору. Специально заказывала на Озоне. Мне очень нравится эта гранулированная кора. Она полностью обработана. Ричи, ты опять? Нельзя мне мешать. Всех перебивает. И сразу готова к посадке. Как только корни начали прорастать в нижнее отверстие горшка, я вырезала пластмассовые части, и корень растет свободно. Сейчас мы ее достанем, не повредив этот корень. Я с большой осторожностью отношусь к этому корню, потому что корень рос длинный. Вот в этом месте начал пропадать и отгнивать, но, смотрите, опять выпустил новый корешок рядом вот с этим почерневшим местом. Ничего не обрабатывала. Корень дальше растет новый, а старый не пропадает. Ну что ж, много гнилых корней в горшке, но такая это орхидея. Любит растить корни, но любит быстро избавляться от старых и ненужных ей корней. Убираю мох. Еще один слушатель пришел. Да что? А ну-ка не ругаться. Сёма, Сёма, тебя прогнал Рич. Почему я говорю, что орхидея любит слегка влажный грунт? Потому что как только полностью просыхал мох, орхидея сразу теряла тургор листьев. А это означает только одно: ей не хватало влаги. Ну и грибные комарики летают во влажном мху. Ну, куда от них денешься? Так, могу сразу сказать, не самые лучшие корни у этой орхидеи. Но мох ей, по-видимому, тоже не очень нравится. А может быть, пришла весна, и она начинает
менять старые корни на новые. Это тоже вполне возможно. Так пусть уже это делает в новом грунте. И мне так будет удобнее. И надеюсь, что и ей будет более комфортно. Совсем мало корней, совсем. И вот что удивительное. Доходит корень до мха, закукливается. И даже немного становится влажным. Может быть, чрезмерное переувлажнение. Ну, в общем-то, продолжаю наблюдать за этой орхидеей и делать выводы. Часть гнилого корня. Вот смотрите, как орхидея меняет корни. Корень потерял часть веломена. Вот мы говорим, это гниющий корень. А рядом начинает расти молодой корень. Вот так орхидея справляется со своими проблемами. Но зато есть новый растущий корень. И лист пошел расти. Так что я думаю, что все не так плохо. Хотя и сказать, что это все отлично, я тоже не могу. Убрала все пропавшие корни, оставила маленькие тяжи на корнях. Промывать орхидею не буду, потому что я ее обрабатывала и зеленым мылом. Листики у нее чистые. Ну а так как корней мало, посажу ее в маленький горшочек объемом 1 литр. Горшок двойной. Даже для коры я использую двойные горшки. И я вам обещала, что приблизительно 20-25 орхидей я посажу в кору, чтобы удобно было показывать, как себя ведут орхидеи в коре, в керамзите, делать какие-то сравнения, показывать полив в разных посадках. Ну и мы с вами точно разберемся, лучше ли орхидеи растут в керамзите или лучше они растут в коре. Ну, по крайней мере, это будет очень наглядно. Да, и еще почему даже с такими корнями я пересаживаю орхидею. Но в мху удобрять орхидею крайне сложно, а в коре значительно проще. Вот и Семочка вернулся. Да. Он тебя обидел. Вот этот. И еще одно. В керамзит я предпочитаю сажать взрослое, здоровое растение. А такую малышку можно посадить и в кору. Кора мелкая. Сейчас вам скажу, какая фракция. Фракция 8-13 миллиметров. Корни влажные, кора сухая.
Если попадаются сосновые иголки в коре, я их убираю. Лаки, иди к нам. Лаки. При посадке в любой грунт шея орхидеи должна остаться над поверхностью грунта. Не высоко, но и не глубоко закопана, вровень. Для того, чтобы был доступ воздуха. Иначе, когда грунт влажный и доступа воздуха нет, часто шея загнивает. Это плохо. Такую орхидею я буду поливать через 2 дня. Видели, что корни влажные, а грунт сухой. И почему же только через 2 дня? Если я как-то повредила корни и этого не заметила, за 2 дня орхидея спокойно залечит эти раны. И при поливе в эти раны не попадет никаких патогенов. Да, кора чистая, хорошо обработанная. Я кору не промываю перед посадкой. Но она прямо чувствуется, что она идеальная. Я действительно пользуюсь такой корой и именно ищу такую обработанную кору. Она есть крупнее, мельче. Вот я с большим удовольствием сажаю именно в такую обработанную кору. Поэтому полив будет через 2 дня. Как буду поливать? Ну, кора совершенно сухая и неизвестно, сколько она находилась в таком состоянии. Как и полив орхидеи в керамзите, на 2-3 сантиметра ниже уровня грунта наливать воду в горшок, но не как в керамзите на час или полтора, а минут на 20. Кора должна впитать воду, не думаю, что она сразу станет полностью влагоемкой и пропитается водой, но со временем, конечно, она станет влагоемкой. И, может быть, я изменю полив. Но первые несколько поливов я буду делать именно так. Ну и, конечно, мы понаблюдаем за этой орхидеей. Очень красивая орхидея. И меня недавно спрашивали, как там она себя чувствует. Я думаю, что сейчас весна, она быстро примет посадку и пойдет в рост. Хотя дама капризная. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Ты уже внимательно смотришь? А Юля, как всегда, спит. Он потом проснется.